Ребятки, hello, как говорится, приветствуем вас в Брюсселе, Бельгия. Сегодня посмотрим с вами, как обстоят дела в Европе. Почему выбрали Брюссель? Потому что географически и по многим разным другим моментам это прям центр Европы. Но этот обзор мы начинаем немножко нестандартно, потому что то, что происходит вот там вот снаружи, атмосфера, она намекает на то, что камеры, даже наши маленькие камеры... ну пока все спокойно. Наши камеры запросто могут отобрать и с ними убежать. Вы сейчас увидите почему. Запах, вот тот самый запах просто повсюду. Айфоны, еда, такси, маршрутки, трамваи, что к чему. Поехали, идем. И вот мы выходим в Европу, в центре города Брюсселя, столица Европы. Ну, вообще-то народу немного. Вчера-то тут повеселее было. Я не игру. Я, короче говоря, вчера вышел с вокзала, и вот пока шел вот отсюда вот до тех зданий, ну тут метров 150, прошел где-то 5-6 соцопросов. Хотите это, хотите то. Вот так вот. Бро. Ага, так. Это выход с вокзала, северный вокзал Брюсселя. Есть три вокзала, южный, центральный и северный. И вот вы такой вышли с детьми, приехали, значит, с коляской, с ребенком, идете. Сын там 5 лет спрашивает: мама, а что там за тетеньки сидят? По состоянию на 2019 год в Бельгии проживало 2 миллиона мигрантов. Но вот за эти 5 лет... Блин, как тут пахнет! Я думаю, что за эти вот 5 лет, с 19 по 24 год, ситуация, ну, сильно поменялась. Столица Европы. Смотри, какой-то базарчик выходного дня там открылся. Это что-то... Оу, тут 4-этажный даже магазин. Открыто, кстати. Может, зайдем? Итак, базарчик выходного дня. Как в Лужниках, в 90-е. Все как раньше. Тапки вот продают. 3 евро за тапки. Майк Алкоголичка XXL. Приехал в Европу, купил сувениров. Но не все так плохо, конечно. Проходим мы 100 метров и видим вот такое. Ровная дорога, красивая зелень. Ну, вот это слева можно не смотреть. Самокаты, новые BMW M X3, прокатные велосипеды. Итак, ребятки, Бельгия, королевство Бельгия. Государство на северо-западе Европы, площадь 30 528 километров. Население 11 миллионов 584 тысячи 8 человек. Вот они заморочились, посчитали. Почему, ребятки, еще раз Брюссель? Географически Брюссель, ну и Бельгия находится вот здесь вот. Также в Брюсселе находится штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, а также секретариат стран Бенилюкса. Официальные языки нидерландский, французский, немецкий. То есть бельгийского языка не существует? Опа! Я понял, запарковаться. Машина полиции. Только мигалка интересная. Bonjour. Nice flashlight. Nice flashlight. Yeah. Have a good day. Бельгийского языка не существует, получается? Нет такого языка? Нидерландский, французский и немецкий. Денежная единица евро. Курс вот прямо сейчас на момент съемки вот такой. Будем считать по нему, что будет через неделю или через месяц, никто не знает, но пока считаем по этому курсу. Обзор, поехали. Итак, рыночек выходного дня открылся. Вчера вот такого не было, сегодня суббота. Сегодня очень спокойный день, видите, дороги пустые, но в то же время много активностей, связанных с торговлей. Времени 11 часов утра, так все очень пока неспешно, спокойно. Помните, мы смотрели с вами помидорки? В Египте столько стоили, 17 рубликов. How much 1 kilo? Килограмм, 17 рублей. Hello? How much for tomatoes? 1 euro 50. Alright. Огурцы 1,75, помидоры почти 1,60. Бананы евро 75. А что, куда мы идем? Apple Store. Посмотрим, сколько стоят айфоны. Отошли метров 20 вот от того места. Там вокзал и вот уже какой-то центр. Какие-то вот здания, архитектура вот такая. Нам нужно метро. Билет надо купить. Очередь. Нифига за билетами. Apple Pay так приложиться нет? О, работает? Класс. У тебя есть Apple Pay? У тебя нет? Чувак. Во. Тут система такая, очень интересная. Ты платишь 50% до входа, и потом 50% билета, чтобы выйти. А как еще выйти-то? А я же телефоном заплатил, соответственно, у меня билета нет. И тут как бы я предоплату внес, а оставшуюся сумму на выходе доплачу, чтобы мне выйти можно было.
А вот и поезд. Слушай, он так стартанул. Сейчас, держись, держись. Базовое метро, очень сиденья такие прямые, как в Победе. Кстати, о Победе, ребятушки. Чего-то тут не хватает, прям ровно вот здесь вот не хватает, да? Ну, прямых рейсов, к сожалению, нет, но есть удобнейшие рейсы с пересадками, не только ночные, но и дневные. Авиасейлс однозначно рекомендуем. И, кстати, на Авиасейлс появились еще отели, апартаменты и хостелы. То есть вы прилетели удобно и заселились удобно. Однозначно рекомендуем. Обожди. Ёшки, тут интерфейс такой. Спонсор ручек метро – Челябинский трубопрокатный завод. Вот смотри, все изрисовано, все просто исписано. Вот почему этих людей не ловят никак, нигде. Ну вон, все стены. Ага, а вот какая-то прям Европа начинается. Какая-то, смотри, красивая архитектура, дома. Вот люди на русском говорят. Так. Здрасте. Говорим, здрасте. Вы что тут робите? Гуляем. Вы туристы или живете? Ездим, смотрим цены, видео снимаем. Для кого? Для Ютуба. Для ютуба? Как вот, можно быстрый вопрос? Вот то, что вообще вот вокруг происходит, вот это вот граффити, какие-то люди мутные, травой пахнет, это вообще почему? Это же, блин, Европа. Полиция. Здрасте. На, Вилько довго дав. Це не просто Європа, це, як називається, центр Європи. Вот. И почему? Раньше же было... Freedom. Раньше же чисто все нормально, приезжали... Никогда не было чисто. Ну, лет 10 назад. Да, 10 лет назад не было в Брюсселе чисто. Никогда тут чисто не было. А лучше-то будет? Откуда я знаю, мы же не местные. Буде лучше. Мы с Киева, мы не местные. Хорошего дня. Apple Store. О, Uniqlo. Блин, нет, все, пойдем сразу в Uniqlo. Че ты встал? Да красный, ну этого тоже красный. Как дела? Хорошо? Uniqlo. База. Ну, H&M еще есть, но, в принципе, на одном уровне примерно. Дороговато. В Японии это стоило 900 рублей, а тут 1500. А это как это так? Так, а тут вот так. Ты взял вьетнамскую футболку или китайскую? Штаны 6, почти 5,5 косарей. Не, нафиг, что, пойдем в Apple Store. С одеждой все понятно, тут дорого. Вот Мерседесик новый, EQS. Смотри, как четко он едет, прям колесом, миллиметр до бордюра. Ну, отвыкаешь от этого. Москва, Питер, Нижний, Екатеринбург, ты такого никогда не встретишь. А это что за бричка едет? Это пивная на колесах. У них там бочка и разливается пиво. Времени 11 утра субботы. Ну, Levi's, давай-ка зайдем. 30% скидка. Бонжур. Женские штаны в Levi's сколько стоят? Фирменные. 115 евро. А тут что? English? English, can I do something for you? Yeah, we just looking prices. What's interesting? How much? How much? Thank you. Okay. Merci. Okay, no problem. Окей, merci. 150 евро за джинсовую куртку, которую еще какая-то, знаете, вот эта короткая, чтобы живот торчал. Вот он, красавчик, смотри. Какой балкон у кого-то модный в доме. Бонжур. Бонжур. iPhone 15, вот прям здесь. 1479 минимальная цена. Какой у тебя телефон? iPhone? Samsung? Почему? А почему не iPhone? Собираюсь переходить. На iPhone? Да. Почему? Больше плюс. Морожку продают на улице 2,50. А, ну это на вафле. На вафле дороже, конечно. Погоди-ка, это что? БУ айфоны какие-то? Грамотно все сделано. На экране все написано. Сколько памяти, какое состояние. iPhone 13 Pro в идеальном состоянии 632 евро. Вот, 15 iPhone 775 евро 61 цент. Трайбон очень хорошее состояние. 210 евро. iPhone XR 64 гига. Очень хорошее состояние. Магазинчик вроде по виду неплохой. Называется iService. Поехали на самокате. Автопарк Европы. Вот прям китайских машин. Ни одной не видели. Ни одной за все дни не видели китайской машины. Что-то, ребятки, на богатом началось. В Китае мы с полпинка заходили в такие магазины. В Европе как-то вот я себя неловко чувствую. Hermes. Дроп, что ли, какой-то? 450 за что-то.
Люди, вы что, едете в Китай, в Гуанчжоу, да вам оптом оцепят в 10 раз дешевле, в 5 раз больше. А вот и самокат. Знаешь, как самокат выбирать? Когда их много, но надо как-то получше выбрать. Внешний вид. По покрышкам, чувак, по покрышкам. Вот у кого самое затертое, тот брать не надо. Но чем больше резиночек торчащих, тем на вес самокат. Ну, возьмем вот эти два. О, тяжелый какой! Блин, вот смотри, это я вот сейчас вот так вот пытался его вытащить, поцарапал асфальт. Естественно, как бы ногой надо подеть, да, но если выбирать между тротуаром и кроссовком, многие выберут тротуар, чем ногой корябать об эту железную ножку. Раз, и вот так вот все, я натянул. Но резинка, видите, ненадежная, тут уже все оторвали. А вот здесь, вот у этой конторы, нормальная штука, вот. Даже бывает, палец туда лучше не засовывать. Оу, быстрая штука. Это автобусная полоса. А где самокатная полоса? А, вот. Ух ты! Удачно мы выехали. Так себе удовольствие, я вам скажу, по Брюсселю ездить на самокате. Опа! Там кассы старые продают. Тормози, надо пропустить. Прикольно, машины, их с виду вообще не опознаешь, что они полицейские. Все маячки проблесковые спрятаны в фарах и под решеткой. Пацаны ехали за рулем просто в штатском футболках и в кепках. А, чем приехали? Вот, это оно. Паркуем самокаты. Села батарейка. На GoPro села батарейка. Ребяшки, вот вам и GoPro. 3%. Мы еще даже... Сейчас посмотрим. Даже еще половину обзора не сняли. 55 секунд. Сейчас батарейки поменяем, пойдем в интересный магазин. Ребятки, смартфон дешевле 25 тысяч. Думаете, речь о чем-то вот таком? Нет, речь вот об этом вот. И по многим спекам это, кстати, топчик. Новый Realme 12. Что интересно, только у этой модели официально и в продаже 512 гигов памяти при стоимости ниже 26 тысяч. Быстрая зарядка 67 Вт, 50% за 19 минут. 120 Гц AMOLED дисплей. Камера новейшая от Sony со стабилизацией. Тестовые фотки. Ну а теперь самое приятное. С 13 августа по 9 сентября у Realme скидки до 40%. Можно выгодно купить эту модель, а также смартфон Realme 11, серию GT6 и 12 Pro и другие гаджеты. Больше информации по ссылке в описании. Продолжаем. Ага, только в специальных местах, прям строго все. Вот только вот на этой парковочке, только вот так ровно нужно поставить, сфоткать и после этого типа примут поездку. Посмотри. Какие-то коробочки, баночки, картинки, фигурки, пряжки для ремней, значки. Тут целая улица вот этого добра, и вы не представляете, сколько здесь всего интересного. Стулья, шубы леопардовые. Вот, Игорьку лучше такое не показывать. Патефону 365 евро стоит. Чувак, это 5 этажей антиквариата, посмотри. Фонтан даже можно купить. Это что за фигня? Что это такое? Знаешь, бывает, на eBay что-то находишь, потом оказывается, что это была какая-то диснеевская коллекционка, которая стоит там 10 тысяч евро, выпущена каким-то микротиражом. Как в фильме «История игрушек». То самое лицо расписано вручную. Лоскутный жилет, натуральные краски. Маленький дефект, это поправимо. Вот то же самое. Слушай, у меня уже какая-то в глазах рябь от количества того, что здесь есть. Шкаф старых газет и разных альманахов. Что самое интересное, рубрикации нет никакой. Просто хаотичные платья свадебные, какие-то гитары, патефоны. 85. Кегли. Что это такое? Вот муляж сыра, например. Фух. Ладно, поехали Xiaomi посмотрим. Идем дальше. Что тут происходит? Почему этот мужик в таком наряде? Какая-то странная тусовка. Что это за люди такие? Какой-то ордена какого-то, причем все пожилые.
Они когда вступили там 50 лет назад, так и тусуются в своей тусовке. Но почему там дед как женщина был одет, я вот этого не понял. Так, а тут помидор почем? Hello? How much? 4 kilo. 250. 250 рублей помидоры. И 17 рублей в Египте. Офигеть. Цены в мире, конечно. Вот классный магазин. Вот наш, наконец-то мы нашли магазин, ради которого стоит приезжать в Брюссель. Первый iPhone на eBay 5000 евро. Магазин в Бельгии 50 евро. Nokia 6310 даже он продается. Айподы старые. Закрыто, ушел на 5 минут. Где же оно? Где-то здесь. Вот оно! Ёшкин, ребятки, смотрите. Улица Сталинград в Брюсселе, в столице Европы. Название Сталинград этот проспект получил в 1948 году. После знаменитой битвы в Сталинграде в 1942-1943 годах власти Брюсселя решили отметить этот эпизод Второй мировой войны переименованием не только улицы, но и района. Этот весь район, вот этот довольно симпатичный, кстати, прямо в центре Брюсселя, вот на карте, называется Сталинград. Смотрите, приличный район. Вот, кстати, велик классный, вот такой. О, польский автобус. О, надавил-то, да. Офига тут. Сталинград Village даже есть. Ладно, идем дальше. Xiaomi. Ребятки, приехали вы в Европу с детьми погулять, полгода визу получали, кучу денег отдали, писающий мальчик слева, мы к нему сейчас идем, тут рядом самая известная достопримечательность. Люди все такие симпатичные, ходит полиция, все дела, но вы поворачиваете голову налево, и у вас дети спрашивают: мама, а что тут у дяди такой костюм странный? У меня нет ответа. Борис, магазин-то Борис называется. Я там дальше не буду показывать, там разные стоит, непотребное, непотребное. Центр города, вот открытая витрина. Вот это бричка. Номер настоящий, интересно. Фух, тут сколько народу. Ха-ха, вон он стоит. Приодели его в честь чего-то. У писающего мальчика 800 с лишним нарядов хранятся в каком-то специальном месте. И по разным случаям, это целая такая процедура, его переодевают. Сколько тут народу. Ой, фига ты высокий. Ха-ха, смотри, мороженое. Магазин великов, электрических великов. Ну, понятно, что в центре тут цены такие. Вот этого чувака причет. Hi. Bonjour. Excuse me, do you sell bikes? Yes, also How much for this model? 1,700. Is it the lowest price? No, the lowest you start at 2070. You start with a chain bike and you don't have the most powerful one. All right, right. So is it a popular model? Belgium very. This Yeah. is a Belgian Yeah. brand, but they have a success across Europe also. How many miles? Kilometers per one battery. You want the truth of the? Yes, the the real one, real real one. one. For real, if you have a good battery, you're not so heavy. Yeah. You can make easy 40-45. Good. Sounds Yeah. more. Yeah. Thank you so much. Have a nice day. Thank you. Опа. Вот такие ребятки идут. Вот такие от кексики идут. Вот, кстати, полиция машина, смотри. Что-то много сегодня машин полиции. По всему городу катается. О, кстати, пицца. Пицца наполитана 13,50. Классика. Маргарита стоит 10 евро. Косарь за пиццу. Запрещено, запрещено. Пока работает, запрещено. Camera okay? We just want to see prices. Thank you. Nice, nice. 250, 250, 180. What is the most expensive model? 15,000 euros. What? Can you show us? Is In it another store. 15,000? Yeah, we have shoes in the 5,000, 10,000, and 15,000. Wow. Is it like a limit collection? Yeah, the whole store is limited, but there's different levels. Right. Some are just collections that they don't make them limited, Yeah. but they don't continue producing them after they sell out. Yeah. So they're harder to find, and then some are really made once forever. Yeah. Those are the ones that go up at higher price. Here we have a few. Most of the ones here are in the 1,000 euro range. Wow. There's a few a bit more expensive. Uh-huh. Most of them in the 800, 900,000. And then the really expensive ones, we keep them in another store in Antwerp. Special place. Yeah. So like only Nike, right? No, there's Adidas, there's Off-White, Supreme, Uh-huh. a lot of different brands. But Thank- Nike is the best. Nike is the best. Still, yes. Still. Okay, thank you. Very nice store. Cheers. Thank you so much. 15 тысяч евро.
Ребяшки, магазин того самого в центре города. Все за пикселем вокруг. И вот тебе, пожалуйста, идет мама с ребенком, голову поворачивает и спрашивает: мама, что это такое продают? Ну, вот такая тема. Европа, 24 год. Центр города. Идем дальше. А вот тут красиво. Какая-то свадьба, что ли? Что-то модные все какие-то. Но при этом тачки у всех, смотрите, простые. RAV4, Audi, Dacia вообще, Renault, Toyota какая-то, Volkswagen. Мы дорогих машин, типа Гелендвагена, S-класс, вообще ни одного не видели. Ни одного за 2 дня. Откуда такой модный? Я из Беларуси. Вы из Беларуси? Да. Здорово. А Здорово. что тут делаете? Я, короче, работаю на фуре. Да. На Ты фуре? блогер? Вот, Ты ну, блогер? типа того, YouTube, да. Да. Так. Короче, я работаю на фуре. Вот приехал сюда, в Брюссель, чтобы просто погулять, Ага. поесть, попить, отдохнуть, погулять, с кем-то, может, познакомиться, ну, вообще увидеть город. И как, нравится? Да, неплохой. Неплохой? Но Амстердам лучше в раз 100. Амстердам. На фуре на какой? Какая машина? Да. Да. Да? Да. А что возите? Куда? Да все возим, все. С Беларуси? Ну, конечно. Не, только здесь. По Европе? Ну, конечно. А ты здесь живешь, да? Нет, А где? в Бресте. Так. Да. Ну, так с Бреста же надо как-то заехать туда, выехать. Да. И как сейчас все это? Сложно, не сложно? Я сел, поспал, Так. встал, дал паспорт, сел, поспал, приехал, я уже на месте. Ну, По образованию, если не секрет. я? Да. Почему выбор такой вот сейчас, вот водителем? С чем связан? С деньгами. Что там, хорошо Ну, платят? Ну, неплохо, да. Серьезно? Да. О, а другие всякие варианты нет там? Еще Какие? какие-то? Ну, не знаю, там, куда сейчас люди работать идут? Ну вот куда? Ну, не знаю, барменом пойти работать? Бармена? Ну, типа. Ну, бармен сидит на одном месте. Ну, он двигается, с людьми общается. Это понятно. Да. Ну, а я двигаюсь не то чтобы с людьми, я двигаюсь между странами, понимаешь? Ага. Бельгия, Париж, Амстердам, ну. Челы, которые приезжают на парковку, они тупо сидят и тухнут там. Так. Но я другой, я не такой. Ага. Абсолютно не такой. Как зовут? Кирилл. Очень приятно. Чуваки, а что за у вас, как никнейм? 808 на ютубе. 808? Да. Подожди. 386 ляма подписчиков. Да-да-да. Да вы крутые ребята. Работаем. Подписота! Спасибо. Добро. Какое-то популярное местечко, тут народу битком. Здесь вот кроссовки продаются. Вот согласись, что эти кроссовки выглядят как с китайского рынка, с Гуанчжоу. Вот они, пожалуйста. А лычка-то голубая. Я думаю, юаней 90. 90 юаней. Ну, допустим, вот 149 евро. Хо-хо-хо-хо-хо. Ты бы стал такой носить? 129 евро. Кеды Adidas 109 евро. Газель. Какие у тебя нравятся? Вот такие, да? 80. Кстати, смотри, хорошая цена. Молодец. 89 евро. В Nike еще так зайдем. Женские кроссовки Nike в фирменном магазине Nike 139 евро. И 159 евро такое. И вот такое прям совсем симпатичное 169. Угадал, стоит дороже. О, что-то вкусненькое накладывают. 3 евро шарик мороженого, 5 евро 2 шарика и 3 шарика 7 евро. Так, откуда идет запах? Ты чувствуешь? Стоит женщина в брюках, в блузке, с колой и с не сигареты. И прям курит стоит вот. Ребятки, смотрите, готовая еда. 9,90 за курицу со спаржей и картошечкой. 5,90 сэндвич, вода 2,60. Я вчера вот эту воду покупал за евро 0,9. В Карифоре, Карфор вот этот, Карифур. Не Карифур, а Карфур. Но многие русскоязычные говорят Карифор. Ребятки, прикол. Находимся в торговом центре, в таком недешевом, в котором продается Босс, Армани, вот это вот все. И туалет. 50 центов. Платный туалет. Игрушки вот продают. Ну вот такой. Мой первый телевизор. 11,95. Идем. Медиамаркт. Ну, прям наш М-видео, один в один. Даже ковролин, мне кажется, тот же. У них в магазинах у всех одинаковый ковролин. Ох, магазинчик большой.
ребятки. Кстати, о бытовой технике. Вот вам полезный совет. Заходим вот сюда вот. И, как говорится, выбираем телевизор, холодильник, стиральную или сушильную машину, чайник, пылесос и много что еще. Делаем заказ и получаем официальную технику с бесплатной доставкой практически по всей России и расширенной гарантией. Однозначно рекомендуем. Продолжаем. Специальная ссылочка внизу. Everglades. Что за какие-то местные бренды? 429 евро. Блин, ты посмотри, вот нифига же непонятно. То ли дело у Хайер. Заходишь, там все по-человечески написано. Холодильник сколько стоит? Ценник тоже. Вниз головой. 1039 евро. Это морозильный шкаф. Самый дешевый холодильник называется ОК. 239 евро. Домо. 449 за какой-то домо. Ну фиг знает. О, стрелять, колотить. Тут столько дисков продается. 15 евро стоит вот это кино. Ого, какая штуковина складная. 699 евро. iPhone 15 Pro Max. 1369, 256, 512, 1639 и терабайтный стоит 1869. Ага, Redmi Note. Пофиг вообще. Цены-то где? Ну вот такое отношение к Xiaomi в Бельгии. Ага, вот тут остатки цены, но что-то все уже, батарейка села. Тут тоже что-то было, оторвали, тут тоже оторвали, тут нифига нет. Redmi Note 13, мы зашли на сайт бельгийского медиамаркта, там вот такая цена. Самый странный стенд. Поехали в Махелен, как так называется, в соседний городок. Там и тачки посмотрим, и с Машей встретимся, и посмотрим, сколько еда стоит. Погнали? Погнали. Ого, ребятки, Макдональдс. Сейчас глянем, вкусно ли там. Что-то как-то тут неуютно. Короче, Big Mac стоит 5,50. Double Royal Cheese 8,50. Самый простой гамбургер евро 30. Чизбургер 2,45. Народу битком. Все как всегда. Опа, и тут, ребятки, внезапно нечто под названием City GSM. Айфоны вот стоят. iPhone 15 Pro 256 гигов 1149 по промо. Во, бэушник, сколько телефонов. iPhone XS 10s 229 евро. Самое дешевое, что тут есть, это iPhone XR 64 гига 199 евро. О, китайская тачка BYD. Нашлась одна. How much? Give me 14. How much? 14. По-русски понимаешь? Дай 40 евро. Фига. Ну, а вы откуда? Дай 40 евро забери. Да нафига ничего с ними делать? Нет. А вы откуда? С Молдавии. А что тут делаете? Бизнес. 40 евро. Неплохо. Ага. Итак, ребятки, северный вокзал Брюсселя. Кафешки есть. Можно перекусить. Магазины какие-то. Стендарт тикет. Есть какой-то weekend тикет. Вот он, Мехелен. Смотри, какой довольный мужик. Какой вокзал! Вот такой вот перрончик, вокзальчик. 10 минут, ждем поезд. Ого. Первый класс, второй класс. Один вагон на оба класса. Паровозик выглядит, пардон, вот так. Чё, красавчик. Прям да. На веселье поедем. Ага, вот у нас второй класс, типа эконом. А это первый. Блин, а в чем прикол-то? Он такой же точно. А, нет, тут кресло чуть шире. Окей. Что, правда розеток нет? Вон розетка. Офигенно. Вот, смотри, нашлась. Едем. Вжих, и приехали. 25 минут. Что-то на Тверь больше похоже. О, старая. Смотри, старая табличка. Перрон старый. Тут что-то вообще происходит. Кусты какие-то растут. А вот там новое. Вот это вот новое построили. Вот табличку я прикупил такую. На Мишлен похоже. О, тут самокаты есть. Может, самокат возьмем? В Бельгии тоже уважают велосипеды. Это только парковка для великов. Ни одного, а нет, а вот одно нашли.
практически ни одного свободного места. Туда все уходит, и все велосипеды. То есть люди доезжают туда-сюда, оставляют велик, дальше на электричку и по своим делам возвращаются, берут велик и до дома. Все занято. О, и прокатные велики. Давай прокатный велик возьмем. Ребятки, внезапно удалось арендовать 2 велосипеда. Вот какая-то Donkey Republic называется компания. И самое интересное по поводу этих великов, у них у каждого свое имя. Это велик Хабиб, это велик Дула, это велик Спайк. Причем можно взять сразу 2 велика. То есть на один аккаунт 2 велика берете, не нужно 2 раза регаться, 3 евро стоит. И Спайк. Едем сначала в... натягивать это все. В салон Opel, тут рядом, Renault и Nissan. Мы как настоящие европейцы, чувак, на велосипеде, на новом велосипеде, на электрическом. Он еще, ой, ёшкин, он только поддает хорошенько. Поехали? Едем, ребятки. Вот дети европейские куда-то поехали. Зоопарк тут, что ли? Бельгийская деревенька. Река какая-то, утки-лебеди, народ на лодках плавает. Мост тут подъемный, кстати. Ребятки, смотрите, какая штуковина. Вещь. Вот такая вот конструкция. Это велосипед. А тут ребенка сажаете мелкого. Прямо с рюкзаком. И в школу везете. Поехали дальше. Вжих! И приехали. О, на велике так удобно. Вообще всегда нужно на велике кататься. Вон целая просто трасса велосипедная тут проложена. Ух ты, Ария стоит. Сколько джук стоит? 33 155 евро. О, какой-то спортивный, заряженный. Кашкай новый. Вот была ж тачка, да? Че, почем? 38 132. Самая простая. Салон у Кашкая вот такой. Ну, а на механике, что ли? Да ну, а нифига себе. Ария, вот самый-самый топчик Ниссана. 49 815. Ну, тут уже как-то посимпатичнее. А, во, смотри, с пробегом тачки. Кашкай 28 850, вот это интересно. Почти новый 4700, 34 500. Кашкай с 54 тысячи пробегом, 23 500. Ну, вообще дороговато тоже. Mazda 6, 40 тысяч пробега, 29 999. X-Trail. Во, вот эту тачку знают все. 80 тысяч пробега, почти 2 миллиона рублей. Вот то, что нужно всем. Корзинка есть с резинками, фара даже есть. Едет просто прекрасно. Я поехал. Все, увидимся. Ай, подножку-то надо убрать. Ребятки, зацените, все дома разные. Один дом, другой, третий. Окна даже разные. 4-й, 5-й. Тут еще какая-то вот встроенная штука. Дальше идет вот такой большой дом. Там тоже вот все дома разные. Вот тут все дома, смотрите. Вообще все на свой манер. Балкон у кого-то есть. Кто-то вообще вот травой все заделал. Красиво. Народ сидит, отдыхает. Ребятки, что значит по-европейски парковка рядом с домом? Это в буквальном смысле парковка рядом с домом. Машина вот прям стоит. Можно прям, знаете, дверь открыл, входную. Можно даже на тротуар не вставать, прям сразу в тачку сесть. Well, I'm gonna get my deur can open, see. And I'm gonna get my deur from my nut open, do and I'm just gonna get near stopping. Бензин сколько стоит? 95-й евро 60, 98-й евро 76. Ребятки, мы прибываем в мега место. Место, которое называется AMR Cars. Мы должны были сюда заехать. Только вот на картинке тут все тачки стояли. Тут продают Бэхи, Ауди и Мерседесы с пробегом. Ну, пару машин на сайте есть. Вот такие цены. Жалко, закрыто, хотели тачки посмотреть. Блин, смотрите, у кого-то какая квартира или это офис. Вот лестница, а справа под ржавчину сделан дом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все разные дома. Все, едем с Машей встречаться. Тут недалеко. А, дерзко? Круто? Не, на великах круто. И года не прошло.
Да, из Риада в Брюссель. Меня зовут Маша, я живу на 2 страны на самом деле. В Бельгии и Саудовской Аравии. Так, ребятки, заходим. Carrefour. Наконец-то. А, известный кстати, ты магазин. знаешь, что это значит? Нет. Это, во-первых, не Carrefour, а Carrefour. Да. Carrefour – это значит перекресток. Нормально. французском. Наш вариант. Да. Мы тележку забыли. А где она? English? Yeah. Yeah. This bicycle, the white bicycle, from who is this white bicycle? White, we don't know. The white It's not is not ours. from us. To orange from us. All right. А, это, знаешь, это велосипед другой сети супермаркетов, в которые я тоже иногда хожу. Типа Может, пятерочки? Конкуренты. Погоди-ка секундочку. Пару слов о твоем прекрасном универсале. Дизель, видимо, да? Это гибрид. Это твоя личная машина. Это у меня от работы машина. Хорошая у тебя работа. Хорошая. Да? А у тебя личная своя есть? Ну а зачем, если у меня есть эта работа? Ну, кстати, в Бельгии много у кого такой, поэтому Да? ничего особенного, да. Только машины, конечно, разные. Обычно, если ты видишь какую-то нормальную машину, но не супер дорогую, там, не Porsche, не А Land Porsche-то Rover. супер дорогая, то считается. Ну, Porsche тебе не дадут на работе. Да, ну, а логично. там Audi, Mercedes, BMW, да. А заправляешься сама? А нам еще дают Талон. карточку. Блин. Да. А, нужно денежку засунуть. Денежку, да. Есть у тебя денежка? Есть мелочь? У тебя точно есть деньги? Да, есть. Давай. Подожди, это не подстаканник, Не нифига. знаю, что... А, нет, это знаешь для чего? Можно брать автомат и сразу все сканировать, чтобы потом на кассе долго не ждать. И вот сюда ты можешь его положить. Типа мини-сканер. Да, то есть ты заранее сканируешь, чтобы потом на кассе не стоять долго. То есть у тебя все как бы уже автоматически в листе, и нужно просто оплатить. Так, нам, наверное, Сюда. Сюда? Ты прям ходишь в магазин или заказываешь еду? Нет, я хожу в магазин, раз в неделю обычно Зачем? закупаюсь. Ну, у нас с доставками здесь не очень хорошо. Они есть, но они могут не быть не такими быстрыми. Хотя они тоже есть. Такой вопросик. Сидишь ты в пятницу вечером. Да. Хочу желтого полосатика. Как быстро тебе его привезут? Желтого полосатика. Но за желтым полосатиком только в русский магазин. Ну окей, пельмени как быстро привезут? Да любую еду. Так тебе не привезут в этот же вечер. Почему? Только на следующий день самое лучшее. У нас доставка час-два есть такая. Ну, везет вам, В везет. Брюсселе такая доставка есть? Окей, А в у вас Брюсселе. есть такой сыр? Ну, вот не дави на больное. Зато доставка есть. Ну, кстати, сыр уже, давай, что-то мы прошли. Давай что-нибудь. Давай, ты выбирай все, что тебе нужно. 8 слайсов, да? Со скидосиками есть такой просрочка уже, которая... Просрочка. Ну, типа съешьте сегодня. Это в доставку все уходит. Жени, скромный вопрос. А муж что у тебя сейчас? Там? Здесь. А, здесь приехал? А то там все переживали в комментариях. Как же я? Как же мы далеко живем? Сколько времени занимает Перелет? мотаться? Да. Мне кажется, часов 7, но он всегда с пересадкой. У нас ничего прямого нет из Брюсселя. Мы летаем через Амстердам или через Стамбул или через Дубай. Но вы сами билет покупаете? Ну, Работа не оплачивает? Работа оплачивает. А готовая еда тут есть? Вот, смотри. О, их правда. Ничего так вроде. Болоньезе. 6 евро. А дешевле, чем здесь, есть где-то? Есть магазины Aldi Aldi, и Lidl. Они, наверное, дешевле, да. Это все барбекю. Сейчас начинается сезон барбекю А где они барбекю готовят? в саду. Во дворе у себя? Ну да. А есть какие-то места в лесу, на Нет, на такого речке, я- шансон, Нет, такого Костерок. я не слышала. Нет, мне кажется, это нельзя. скукотища? Сколько там? Ну вот, смотри, например, она уже порезанная. Например, Вкусненько, 7 евро. обычная. Ну вот, О, паста. это было время. Вот такие макарошки у нас продавались. 2,49 за пачку Барилла. Мы вышли на северном вокзале Брюсселя. Да, Ты видела, что там творится? я очень не люблю этот вокзал. Но это очень давно так. Когда я сюда приехала первый раз, было то же самое уже. Единственное, что сейчас это как-то распространяется на другие территории. Не только Брюссель, не только Брюссель-Норд, а прям вот, ну, какие-то маленькие городочки. Там уже бардак свинарника, не все курицы сидят, там бомжи валяются, там женщины в трусах стоят за окном. Ты идешь с ребенком, там женщина в трусах. Ты И она прав. еще такая, не смотри, не снимай. И ругается, тебе кулаком машет. Ну, Нифига. женщина в трусах, это как бы она Иди-ка ты предприниматель. Ходи у себя на кухне в трусах, и там кулаком размахивай. Что ты мне машешь, я по улице иду. Ты про продажную любовь сейчас? Да, про Ну, улицу. они снимают эти места, они платят налоги, то есть это как Налоги бы, ну, платят, конечно. ИП. Они берут в аренду это место, они Да. там работают, платят налоги, и вполне Такая легальный работа. бизнес. Да, работа такая. Меня иногда напрягает, что в школах очень рано начинают объяснять какие-то вещи. Я не очень понимаю, зачем так спешить с этим, например, там, 6-летним детям рассказывать. С другой стороны, есть объективная реальность.
У меня, я сейчас скажу, я не знаю, что начнется в комментариях. У меня у сына есть в классе мальчик, у которого 2 мамы. Это факт. Семья у них такая? Да, но они замужем, женаты, я не знаю. Мамы нам... 2 мамы у мальчика есть, пап нет. Это факт. То есть это часть как бы обычной жизни. И делать вид, что этого нет, и детям об этом не рассказывать, тоже как бы странно. Потому что, с одной стороны, это есть, и об этом нужно говорить. С другой стороны, может быть, они могли бы немножко подождать с этой информацией. Вот. Тонкая тема, не Да, будем в нее тонкая. углубляться, но тут... Да. Так, пойдемте в овощи, наконец, и фрукты. Оливье тут есть? Да, он называется русский салат. Он назывался русский салат, Ага. а сейчас он называется восточноевропейский салат. Вот я его нашла. Да ладно? Да. Ну, Уже. жиденько он выглядит. Ну да. Жиденько. 3,35. Давайте возьмем дыньку. 2,99. 1,99 за бананы и 2,15, если это крутые бананы. Брокколи. Манка, гречка. Гречка в русском магазине, манки вообще. Ну, тоже, В русском магазине такой да. есть? Да. Сколько стоит? Вдвоем 99. Вот про такое я говорил. А, уже вот, уже что-то, да. 2,89. Это с медом и с Хлеб с орешками. Мы его кладем в нарезалку. Так, закрываем. Класс. Большой магазин, даже вон там Лего есть. 32 стоит 42 136 и 71 811 стоит 49,99. PlayStation PS5 Slim с одним контроллером 549, 599 и 449. Свободная касса. Свободная касса. А что, не будешь брать пакет? А я не хочу платить за пакет. Наш человек. Ребяшки, интересно, велосипеды продаются. Вот тут стопудово должно быть недорого. Ну вот, да, 199 евро. Не 2700, как мы смотрели. Детский велик стоит 169 евро. А это уже, кажется, электро. А вот эти штуки дают. Такой киберпанк наступил, да? Товары сканировать. Сколько получилось-то? 28,61. А не считала, сколько вообще уходит на продукты в месяц? Мне кажется, евро 100-120 у меня уходит за раз. И Это потом вот в течение на недели... неделю затарится. Да, то есть Ну, получается вообще да. 400-500 евро в месяц. В Бельгии минимальная 2,82. 2082. Это обязательно минимальное. Да, это full time. Ты хочешь сказать, что продавец в магазине, вот девушка на кассе сидит, 2000 евро получает? Думаю, что да. Но это минимальная зарплата. Меньше она не может получать. Давайте отойдем. А богатых людей много вот среди вашего окружения, скажем? Вот таких, которые прям крутой, как у нас, на Гелендвагене приехал. На своем или на корпоративном? Ну, на своем, на На своем. своем. Ну, наверное, все-таки нет. Вот мы смотрим просто на парковке ни одной дорогой машины. Ну да, здесь не очень любят все эти понты. Вон Porsche стоит, кстати. А, да, панамера. Вот средний класс здесь в Бельгии и вообще в Западной Европе очень такой сильный. Мне кажется, совсем бедным сложно быть. Ну, потому что все равно ты всегда Сложно найдешь быть работу. бедным в Европе? Ну, как сказать, ну ты все равно где-то учился, ты где-то можешь работать. Совсем только если уж на пособии, может быть, те, кто сидят. Это они на О, Q3? Я только хотел- Сори. Я только хотел сказать, вот единственная тачка стоит дорогая. Наверное, какой-нибудь Кент приехал модный, а это старая школа приехала. Они чувствуют Они себя... в Porsche как раз идут, видимо. Да ладно? Не знаю, может и нет. Это смешно. Спасибо тебе большое. Вам Снова. спасибо. Да? Вам Ты спасибо. Заходи в комментарии. Ребятушки, будьте Да. вежливы. У каждого свой выбор, у каждого свой путь. Кому-то нравится в Пензе, кому-то в Перми, кому-то в Саудовской Аравии, кому-то в Египте по кайфу, некоторым в Бельгии. Ну, почему нет? Если у вас есть возможности, если вам тут в душе комфортно. Гречка продается? Продается. Да. Ну, все нормально. Напомню, что Маша свой канал про Саудовскую Аравию очень маленький, но очень полезный. Ссылочка внизу, заходите посмотреть. Спасибо. Ждем ваших комментариев. Продолжаем. Ребятушки, вжик, и приехали. Паровозик идет мягко, быстро. 20 минут и на месте. Так, ты готов? Суббота вечер. 18:49 по местному. Ты что тут делаешь? Ты все еще тут? Что, гонится? Ты как себя чувствуешь? Ладно, уберите камеру. У меня вообще все. Ты что-то красный уже немножко. Ну да. 808? Да. 808. Канал такой. Там 3,6 миллиона подписчиков, по-моему, да? Я в шоке, ну реально. Я попал. Ну все, мы погнали. Удачи тебе. Вот вся эта улица, которая туда уходит,
Я уберу, потому что они там по рации передают вот этим джентльменам. Они подходят и по рукам бьют. Ну что это такое, посмотри. Ну, какие-то баллоны валяются. Что это? Тут пока еще стулья свободны, смотри, можно арендовать. И сейчас вечер будет, и прям... कैमरा डाउन इसलिए मैं पंगा नहीं लेने वाला मैं सीधा वापस जा रहा हूँ चित्र नहीं करवाना चाहता इस टाइम Ребятушки, вот такое вот дело. Конечно, все неоднозначно, очень неоднозначно. Есть красивые места, вот буквально 20 минут на поезде, и какая-то параллельная вселенная уже начинается. Мы рассказываем, показываем все как есть. У всех свое мнение, у всех свое видение. Кому-то вот это комфортно, кто-то как бы приезжает вот и гуляет, и получает удовольствие. Столица Европы, Брюссель. Ждем ваших комментариев, но будьте вежливы. Подписывайтесь на наш телеграм-канал, ссылочка также внизу. Бельгия, Брюссель, цены в Европе 2024 года по курсу считали по тому, который есть сейчас. Вполне возможно, что скоро, ну мы надеемся, что будет все нормально, но может и поменяться. Показали, что есть. Ждем ваших комментариев, увидимся. Пока.